Иран хочет сделки, но не на условиях Трампа. Об этом он заявил в овальном кабинете, где снова поругался с журналисткой CNN. Таинственное освобождение американского пилота из плена исламского государства. Кто и как помог ему вернуться домой? Один из худших сценариев для НАТО. Россия атакует Европу, Китай, Тайвань. Хватит ли США сил на два фронта или придется выбирать? Яблоко окончательно не допустили к выборам в России, а одного из лидеров партии Льва Шлосберга приговорили к 11 годам колонии. Еще одно судебное поражение Трампа. Верховный суд США отказался рассматривать его апелляцию. Решение о выплате $5 миллионов Джин Кэрролл остается в силе. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 августа, заявил журналистам, что Иран не готов заключить с Соединенными Штатами соглашение на тех условиях, которые он считает необходимыми. Также глава Белого дома в очередной раз поругался с журналистами CNN. Они хотят заключить соглашение, но они не собираются соглашаться на те условия, которые я считаю необходимыми. Послушайте, мы участвуем во всем этом по одной причине. У Ирана не может быть ядерного оружия. Вы понимаете? У Ирана не может быть ядерного оружия. И ядерного оружия у них не будет. Сейчас они снова его создают после того, что мы ранее сделали с помощью бомбардировщиков Б-2. До этого еще очень далеко. Но Иран не может иметь... Все очень просто. У них не может быть ядерного оружия. Что касается Южной Кореи, что вы ответите тем, кто говорит, что вы ставите интересы нашего противника, Северной Кореи, выше интересов нашего давнего партнера? Я делаю ситуацию гораздо безопаснее. Вы говорите, что я... На самом деле, я делаю ее гораздо безопаснее. Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы встречались несколько раз. Фактически у нас было две основные встречи. Мы разговаривали и проводили время вместе. Я понимаю его, он понимает меня. Вы проводите военные учения. Я с ним хорошо ложу. Знаете, ему не нравился Байден, ему не нравился Обама. Ему вообще никто не нравился. Но со мной он ладит очень хорошо. Нет, то, что я делаю, делает ситуацию безопаснее. Все как раз наоборот. Тихо, тихо, тихо. Вы ведете себя очень неуважительно перед этим молодым человеком. Хорошо? Вам не кажется, что она ведет себя неуважительно? Он понимает. Тихо. Вы откуда? CNN? Фейковые новости. Вы шумный человек. Вы фейковые новости. Тихо. Ведите себя тихо. Вы фейковый репортер и распространяете фейковые новости. Продолжайте. Господин президент, достаточно ли продовольствия на авианосце USS Линкольн? Да, достаточно. Это был фейковый репортаж CNN. Линкольн находится там уже некоторое время, довольно долго. Но за эти годы наши корабли находились там и гораздо дольше. На выходных я был на одной встрече, там было много людей. И ко мне подошел адмирал в отставке. Он сказал: «Сэр, я служил на кораблях, которые находились там гораздо дольше, и я знаю людей с Линкольн. Они говорят, что корабль прекрасно содержит, за ним отлично следят. Другие люди тоже туда отправились и выяснили, что это правда. Это были фейковые новости. Все началось с сообщения CNN». Отвечая на вопрос о судебном иске и бальном зале, Трамп ответил, что достроит его, хотя и немного времени сможет его использовать. Люди, которые выступают против бального зала, на мой взгляд, очень нелояльны к нашей стране. Очень-очень нелояльны. А у нас все идет очень хорошо. Мы значительно опережаем график и укладываемся в бюджет. Это будет самый красивый бальный зал в своем роде. Знаете, когда я был в Китае, мы ездили к Великой Китайской стене, там было большое красивое здание. А у нас ничего подобного нет. Нам это нужно. Это очень важно. Кроме того, мы получаем серьезную военную защиту, в том числе защиту от беспилотников. Здание защищено от дронов. Оно защищено от ракет настолько, насколько вообще здание может быть защищено от ракет. Оно полностью пуленепробиваемое. Никакая пуля не сможет пробить окна. Там будет все самое современное. Это очень безопасное здание. И знаете, главное, оно строится не для меня, потому что после его завершения я пробуду здесь совсем недолго. Если все закончат точно по графику и в рамках бюджета, у меня останется 4, 5, 6 месяцев. Это для будущих президентов. Не для меня, а для будущих президентов. Это подарок нашей стране. Мы тратим сотни миллионов долларов на строительство бального зала. И это подарок от великих патриотов нашей страны. Например, я мог бы назвать имена. Некоторые имена я уже обнародовал. Вообще-то я хотел опубликовать их сегодня, но мы немного заняты. И, откровенно говоря, встреча с этими людьми была для меня очень важна.
Но мы опубликуем имена некоторых людей, которые внесли деньги. Но это подарок Соединенным Штатам Америки. Деньги налогоплательщиков для этого не нужны. И у вас будет лучший бальный зал в мире. Я хотел это сделать, но такой зал действительно необходим. И повторю, я почти не успею им воспользоваться, потому что к моменту завершения строительства у меня останется 4 или 5 месяцев. Может, 3 месяца, кто знает. Но мы опережаем график. Это будет лучший объект такого рода в мире. Ничего подобного в мире не будет. Он прекрасно сочетается с Белым домом. Проект получил прекрасные отзывы архитекторов. Люди считают его невероятным. И когда вы его увидите, скажете: «Вау, вот это действительно впечатляет». На прошлой неделе вы сказали, что вскоре можете объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Можете рассказать подробнее? Я думаю, это отличная идея. Мы его контролируем. Мы контролируем его благодаря блокаде. У нас действует блокада, и с ее помощью мы контролируем пролив. И мне нравится идея объявить его нашей территорией. Мы могли бы это сделать. Сейчас у нас полный контроль над проливом. Они могут создавать проблемы, могут установить мину в воде, а людям, знаете ли, не нравится, когда мины поражают их корабли стоимостью в $1 миллиард и так далее. Но блокада оказалась очень эффективной. И сейчас мы вывозим оттуда нефть. Возможно, это прекратится, а возможно, мы откроем пролив еще больше. Но сейчас мы вывозим миллионы баррелей нефти в неделю. Если посмотреть на наши показатели, пролив открыт, цены на нефть снижаются и продолжат снижаться, если только мы не решим предпринять гораздо более жесткие действия, чем сейчас. Иран находится в очень тяжелом положении. У них инфляция в 300%. В стране полный беспорядок, а вооруженные силы полностью разгромлены. Большое спасибо. Американский миссионер и пилот Кевин Райдаут освобожден после 10 месяцев в плену у боевиков Исламского государства. Его похитили возле дома в столице Нигера Ниамея в октябре прошлого года, а затем вывезли в Мали. Райдаут рассказал об этом на видео, которое опубликовали силы халифа Хафтара на востоке Ливии. Именно они помогли добиться освобождения американца и доставить его через Ливию в безопасное место. Меня зовут Кевин Райдаут. Мне 49 лет, я американец. Я 20 лет работал в Нигере с неправительственной организацией. Меня похитили возле моего дома в Ниамее. На мотоцикле меня всю ночь везли на север от Ниамея, затем в Мали. Там меня 10 месяцев удерживало в плену Исламское государство. Моей семье хочу сказать, я свободен. Очень жду встречи с вами. Я чувствую себя хорошо и надеюсь увидеть вас совсем скоро. Я хочу выразить благодарность и сказать спасибо генералу Саддаму Хафтару, ливийской армии, спецназу и всем, кто участвовал в моем освобождении и организовал все необходимое, чтобы меня освободили и безопасно доставили в Ливию. Большое спасибо. Источники агентства Reuters дают разные версии того, как американского пилота освободили. 4 говорят о договоренности с похитителями, 1 — о выплате выкупа. В силах Хафтара утверждают, что их спецназ провел операцию на территории Мали. Султан Омана Хейсам бен Тарик прибыл в Абу-Даби, где его встретил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян. После официальной церемонии лидеры провели переговоры. Главная тема — отношения двух соседних стран. Стороны обсудили расширение экономического сотрудничества и совместные проекты в сфере развития. Отдельно говорили о ситуации на Ближнем Востоке и усилиях по укреплению безопасности и стабильности в регионе. Подробностей этих переговоров пока не сообщается. Беньямин Нетаньяху вместе с женой Сарой проголосовал на праймериз своей партии Ликуд. По их итогам определят список кандидатов на парламентских выборах в октябре. И для самого Нетаньяху это важный тест. Опросы показывают, что после атаки Хамас 7 октября 2023 года поддержка Ликуда заметно снизилась, и партия рискует потерять до 3-го места в Кнессете. Проблема Нетаньяху и внутри самой партии. Среди 140 тысяч членов Ликуда, которые выбирают кандидатов с сильной позиции правого крыла. Но многие обычные избиратели партии, наоборот, хотят движения ближе к политическому центру. По данным опроса Эгом Лабс, почти 55% сторонников Ликуда предпочли бы более центристское правительство. Среди членов партии, участвующих в праймериз, таких только около трети. Нетаньяху поэтому пытается провести список больше молодых и умеренных политиков. Reuters со ссылкой на источники в партии пишет, что пока это получается с трудом. Одна из главных задач Ликуда перед выборами — вернуть тех, кто раньше поддерживал партию, но теперь сомневается. Разногласия есть и по конкретным вопросам. Более 80% избирателей Ликуда хотят, чтобы больше ультраортодоксальных мужчин служили в армии.
В нынешней правящей коалиции этот вопрос остается одним из самых спорных. Сам Ликуд уже начал кампанию против внешних противников Нетаньяху. На огромном плакате в Тель-Авиве лидер Ирана Маджтаба Хаминеи, мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган и глава Хезболлы Наим Кассем. Подпись: «Они хотят, чтобы Нетаньяху проиграл. Не дайте им победить». Сценарий, который еще недавно казался почти невероятным, теперь всерьез обсуждают западные военные стратеги. Россия атакует одну из стран НАТО в Восточной Европе, а Китай почти одновременно начинает операцию против Тайваня. Соединенным Штатам придется реагировать сразу на двух направлениях. А если война на Ближнем Востоке продолжится? Фактически на 3. Именно такой сценарий разбирает обозреватель The Atlantic Саймон Шустер. Главная проблема, пишет издание, в том, что у США и европейских союзников до сих пор нет четкого общего плана на такой случай. Отставной контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери рассказал, что участвовал в подобных военных играх около 15 лет назад. Уже тогда результаты были тревожными. США не хватало запасов оружия и возможностей промышленности для длительной войны сразу на нескольких направлениях. По его оценке, с тех пор ситуация принципиально не изменилась. При этом Россия получила огромный опыт современной войны в Украине и значительно увеличила военное производство. Китай десятилетиями не участвовал в большой войне, но сегодня превосходит США по количеству военных кораблей и дальнобойных ракет. Москва и Пекин проводят совместные учения, а Китай остается важным поставщиком технологий для российской промышленности. Американские ресурсы уже распределены между несколькими регионами. Из-за войны с Ираном часть сил США переброшена на Ближний Восток, одновременно расходуются запасы ракет и боеприпасов. Но вопрос не только в количестве оружия. Европейский центр European Values провел около 20 военных игр с одновременным конфликтом в Европе и Азии. Во многих сценариях США концентрировали основные силы на Китае, а европейским странам НАТО приходилось в основном самостоятельно сдерживать Россию. Есть и политическая проблема. В случае атаки Китая на Тайвань, Вашингтон может потребовать от Европы жестких санкций против Пекина. Но Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров многих европейских стран. Для Европы главной военной угрозой остается Россия, тогда как США все больше сосредоточены на противостоянии с Китаем. The Atlantic подчеркивает, речь не о том, что одновременное нападение России и Китая неизбежно. Опасность в другом. Если несколько крупных кризисов начнутся одновременно, США и Европе придется очень быстро решать, куда направлять ограниченные силы и оружие. И если Россия и Китай будут действовать согласованно, а западные союзники начнут спорить о приоритетах уже после начала конфликта, отсутствие общей стратегии может стать для НАТО одной из главных проблем. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приехал на границу с Беларусью и осмотрел участок, где несколько дней назад обнаружили подземный тоннель. Он также проверил укрепления и систему наблюдения. Камеры, датчики, заграждения и бетонные зубы дракона. По данным латвийской погранслужбы, тоннелем успели воспользоваться только один раз. Мигрантов задержали уже при первой попытке перейти границу. Глава погранслужбы Гунтис Пуец утверждает, что белорусские пограничники за взятки помогают мигрантам попадать в приграничную зону и незаконно пересекать границу. Белорусские пограничники коррумпированы. Они берут взятки за то, чтобы пропускать мигрантов в приграничную зону и позволять им незаконно пересекать границу. Такова информация, которой мы располагаем. Генеральная прокуратура уже начала уголовное производство в отношении белорусского режима. Давление действительно сильное. Но, по имеющейся у меня информации, этот тоннель использовали только один раз. То есть мигрантов мы задержали уже при первой попытке. Сам президент Эдгарс Ринкевичс считает, что усиление миграционного давления может быть связано с парламентскими выборами в Латвии в октябре. Я думаю, что отчасти этот миграционный кризис связан с тем, что в октябре в Латвии пройдут выборы. Это первое. И, конечно, в такой ситуации кому-то важно показать, что мы якобы не способны справиться с этим давлением, попытаться косвенно повлиять на избирательный процесс, а также заставить наших граждан чувствовать себя в опасности и ощущать свою уязвимость. Латвийский президент также заявил, что страна готовится к разным сценариям и вместе с союзниками по НАТО следит за возможным сосредоточением войск и техники по другую сторону границы. При этом, по словам Ринкевичса, сейчас таких признаков нет. Рост числа диверсий, подрывной деятельности и разного рода провокаций — это не то, что может начаться когда-нибудь в будущем. Это происходит уже сейчас. Возможен ли какой-то другой вид вторжения,
или что-то еще. Сейчас мы исходим из того, что должны быть готовы к любому сценарию. Вместе с нашими союзниками по НАТО мы очень внимательно следим за тем, что происходит за нашими границами, и отслеживаем любые возможные признаки сосредоточения военной техники или подразделений. Надо сказать, что, к сожалению, по сравнению, например, с ситуацией 5 лет назад, времени на сосредоточение сил сейчас потребовалось бы гораздо меньше, чем в 2021 году. Но сейчас мы не видим таких признаков. К каждому предупреждению нужно относиться серьезно, но не воспринимать его как нечто безусловное. И я не хочу обидеть разведслужбы, это просто сравнение. Прогнозы разведки иногда похожи на прогноз погоды. Они могут быть точными, но иногда и довольно часто могут и не сбыться. Россия вызвала посла Японии в МИД после нового дипломатического спора вокруг Курильских островов. Поводом стал протест Токио из-за поездки Путина на Итуруп 13 августа. Япония считает остров своей территорией и называет его Этерофу. Премьер Санае Такаити заявила, что визит Путина абсолютно неприемлем. В японский МИД вызвали российского посла. Теперь ответный шаг делает Москва. Сергей Лавров заявил, что японскому послу намерены объяснить позицию России и правила его работы в стране. По данным российских СМИ, дипломат не смог приехать в МИД ни 14, ни 17 августа. В ведомстве сообщили, что встреча должна состояться во вторник. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют. Спор вокруг южной части Курильских островов продолжается с конца Второй мировой войны. СССР установил контроль над ними в 1945 году. Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи и называет их своими северными территориями. Москва считает острова частью России. Из-за этого спора Россия и Япония так и не заключили полноценный мирный договор после Второй мировой. Отношения еще больше ухудшились после начала полномасштабной войны России против Украины. Токио присоединился к санкциям против Москвы, а Россия прекратила переговоры с Японией по мирному договору. Верховный суд России окончательно оставил яблоко за бортом сентябрьских парламентских выборов. Судьи отклонили апелляцию партии и сохранили решение, принятое неделю назад. Яблоко остается единственной зарегистрированной в России партией, которая открыто призывает прекратить войну против Украины. Апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации определила: решение Верховного суда Российской Федерации от 10 августа 2026 года оставить без изменения. Апелляционные жалобы политической партии Всероссийская политическая партия Родина и политическая партия Российская объединенная демократическая партия Яблоко без удовлетворения. Иск подала прокремлевская националистическая партия «Родина». Ее представители обвинили Яблоко в связях с Западом и попытке подорвать выборы и российское государство. В Яблоке эти обвинения отвергают. Конечно, реального судебного процесса сегодня не было. Это была имитация судебного процесса. Мы продолжаем использовать любые способы, чтобы доказать свою правоту, любые законные способы. Яблоко сняли с выборов за то, что мы за мир и за свободу. А те, кто нас снимает с выборов, за противоположное политическое направление. Но главного мы уже достигли, что во всем мире знают, как много людей в России хочет мира, хочет нормально жить и растить детей под мирным небом в своей стране, в России. Это так будет. Я, конечно, не могу не сказать сейчас о наших чувствах, наших сопереживаниях с тем, что сегодня был вынесен приговор Льву Шлосбергу 11 лет и 1 месяц. И, конечно, наши все чувства вместе со Львом и другими политическими заключенными. Мы будем продолжать добиваться и использовать все законные возможности для того, чтобы Яблоко вернули на выборы и для того, чтобы у граждан нашей страны был мирный, законный и безопасный для них способ проголосовать за мир, свободу и жизнь без страха в России, за заключение соглашения о прекращении огня. Мы в ближайшие дни направим надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд России. 11 лет и 1 месяц колонии за публичную критику войны против Украины. Такой приговор Псковский городской суд вынес заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу. Его признали виновным в дискредитации российской армии и распространении так называемых фейков о ней.
Поводом стали два эпизода. В одном из видео Шлосберг назвал войну «кровавыми шахматами». Позже к делу добавили публикацию в его телеграм-канале. Сам политик вину не признал и назвал процесс политическим. В последнем слове Шлосберг вновь потребовал немедленного прекращения огня. Он назвал войну катастрофой для России и заявил, что страна еще не осознала масштаб человеческих потерь. По подсчетам медиазоны и русской службы BBC на основе открытых данных подтверждены имена более 239 тысяч погибших российских военных. Реальные потери, по их оценке, могут превышать 350 тысяч. Москва актуальные данные о погибших не публикует. Это, с точки зрения Конституции, абсолютно беззаконный приговор. Льва Марковича Шлосберга приговорили, вдумайтесь, к 11 годам за 2 поста в интернете, не за какое-то преступление против личности, а просто за слова. Но, как он сказал, что такова цена мира и свободы. Я надеюсь, что в апелляционных инстанциях этот приговор будет обжалован. Абсолютно сталинский и варварский, недостойный нашей России. Приговор вынесен за месяц до парламентских выборов и через неделю после того, как Верховный суд России исключил «Яблоко» из предвыборной гонки. Партия остается единственной зарегистрированной в России политической силой, которая открыто выступает за прекращение войны. Можно сказать, кроме того, что мы удручены, очень огорчены таким приговором, сочувствуем Льву Марковичу, потому что это истинный гуманист настоящий. То есть некоторые люди его так снисходительно про него говорили, что он наивный гуманист. А в итоге человек осужден за политическую ненависть и вражду. То есть это совершенно неподходящий для него термин. Это недопустимое что-то произошло. Приговор считаю чисто, как сказал депутат, сталинский. Эти судьи сейчас сажают ни за что людей. Через, надеюсь, несколько лет эти же самые судьи будут объявлять этих людей невиновными в отсутствии состава преступления, как было в 1953 году. Я в этом уверен. Лев Шлосберг не знаю. Приговор абсолютно варварский, как обычно. Это в суровой России так принято, что за свободу слова, за мысли преступления, типичная русская реальность. 11 лет, спасибо, что не 12. Это наш самый гуманный суд в мире. Это просто ужас. На словах не передать, насколько страшно. В современной России в 2026 году за посты в интернете дают просто, я не знаю, за убийство дают меньше. За насилие над животными не дают вообще ничего. 245-я статья в России не работает. А за посты в интернете дают 11 лет. Это не просто несправедливо, это просто абсурд современной России, абсурд этого государства, абсурд этой власти. Мы очень надеемся, что этот приговор не вступит в силу, и его получится обжаловать. Отметим, что после полномасштабного вторжения в Украину российские власти ввели уголовную ответственность за дискредитацию армии и распространение информации о войне, которую государство считает ложной. Эти статьи фактически сделали публичную антивоенную позицию в России крайне рискованной. Шлосберг не единственный представитель «Яблока», получивший большой срок. В июне заместителя председателя партии Максима Круглова приговорили к 7 годам колонии по делу о так называемых фейках о российской армии. Верховный суд США во второй раз отказался пересматривать дело Дональда Трампа против писательницы и бывшей колумнистки Эллы Джин Кэрролл. Речь идет о решении присяжных 2023 года, по которому Трамп должен был выплатить ей $5 миллионов. Присяжные тогда признали Трампа ответственным за сексуальное насилие и клевету. Сам он обвинение отрицал и называл историю обманом. Его адвокаты утверждали, что процесс был несправедливым. В июне Верховный суд уже отказался рассматривать апелляцию Трампа. Теперь судьи отклонили и просьбу пересмотреть это решение. Причины они не объяснили. После первого отказа Кэрролл получила от Трампа около $5 миллионов 600 тысяч. Сумму компенсации вместе с процентами. При этом в Верховном суде остается еще одно дело Кэрролл против Трампа. В нем присяжные присудили ей более $83 миллионов за клевету. Трамп также пытается оспорить это решение